Я приветствую всех на своем канале Таро Samsara Wave. Сегодня у нас начинается серия раскладов на тему «Золотой путь вашей души». Что такое золотой путь души? Это путь, который прописан в хрониках Акаши как самый благостный для вашей души, самый прекрасный, наполненный позитивными эмоциями, любовью, процветанием, счастьем. Это путь счастья. Это путь к себе, прежде всего. Сначала к себе, а потом вы уже выстраиваете этот путь в материи и реализуете все свои таланты, предназначения, те способности, которыми вас наделил Господь Бог. Почему вообще эта тема ко мне пришла? Во-первых, это всегда приходит внезапно, то есть я никогда не готовлюсь к раскладу, то есть это приходит просто иди и делай. Вот в таком контексте. И вот делая эти расклады, вообще в принципе делая расклады для людей, я поняла одну такую вещь, что человек, вот он когда рождается на этой земле, у него самая главная задача — быть счастливым. Очень многие люди они несчастливы. Они живут, они выживают, они борются за эту жизнь и проживают эту жизнь как бы впустую, абсолютно не осознавая, для чего они живут, а зачем, в принципе, двигаться в материи. Ну, то есть как бы внутренняя пустота двигает людей. Ну как, она их не двигает, они просто в этой пустоте и зависают. Сейчас вам нужно полностью довериться мне, как проводнику вашему. Только с верой мы с вами вступим на этот путь. Я вам сразу скажу, для меня такие расклады, они очень сложные для чтения, потому что я не читаю по стандартным схемам карты вообще, в принципе, я их не читаю по стандарту, как вот написано там, и значение. Совсем иначе, у меня идет поток. Вы вступаете на этот путь, значит, вы доверяете мне, значит, вы доверяете себе, вы доверяете Вселенной, и это самое главное, что вы начинаете сейчас это движение. То есть у вас должна быть полная готовность к тому, что с этого дня, как вы послушаете этот расклад, ваша жизнь начнет меняться. Вы должны к этому быть готовы. И все. Расклады будут на эту тему. Это как путь. Золотой путь души — это путь из раскладов. Их будет всего 14. Так мне пришло. То есть я знаю вот эту информацию. И мы постепенно будем распаковывать разные аспекты вашего пути, вашей личности и вообще, куда вам нужно двигаться, что осознать, какие моменты проработать для того, чтобы наиболее гармонично именно для вас вывести вашу судьбу вот на этот золотой путь. Смотрите, вот человек рождается, у него одна траектория движения в этой жизни. Потом происходит какое-то событие. Падает метеорит, например. Все. Другая траектория. Все, что мешает вашему пути, должно исчезнуть. Все, что мешает вашему счастью, должно исчезнуть. Ну, в принципе.
Итак, мы начнем. Начнем мы с погружения. Мы медленно будем двигаться. Медленно, но глубинно. То есть, давайте посмотрим, почему так важно именно в глубину пойти. Потому что сейчас высшие силы сами вступили на сцену, они будут вам помогать. Потому что борьба, война внутри себя, война с другими людьми, бадание с другими не порождает победителей, она порождает только побежденных. С кем вы боретесь? Почему вы боретесь? Давайте посмотрим. Вот он. Вот с чего я начала расклад. Мы пойдем в глубину. Рыцарь Пентаклей. Это глубина. Это осознанность. Это путь, который этот путь, который научит вас принимать дары Вселенной, принимать дары Творца и отдавать, тоже отдавать. Это принимать и отдавать. Это энергообмен. Он не должен быть в одни ворота. Также это история про то, что многие из вас просто не готовы шагнуть в неизвестное. Многие боятся поменять свою жизнь. Вам нужно 10 мечей положить на свою старую жизнь, на свою. Многие вышли из... Сейчас. Вам нужно выйти из повешенного, из позиции жертвы. Что-то она вот так перевернулась карта. Когда у вас другой взгляд на все, и вы полностью выходите из этого состояния жертвы, когда вы ничего не решали, когда долго стагнировали, что-то висели, что-то думали. Про самоценность тут речь идет тоже. Зависимости, ребятки, убрать надо, зависимости. Дьявола своего. Чтобы выйти в материю, дьявола убираем через осознание ценности своего пути, но это познается в отшельнике, в отшельничестве, то есть вам мудрости нужно набраться. Почему вы так цепляетесь за свою стабильность? Хочется сказать никчемную стабильность. Почему? Вы боитесь просто рвануть, вы боитесь вступить на этот путь. Многие не вступят, сразу могу сказать. Тот, кто смелый, у кого стержень внутри, тот пойдет. Неважно, девушка вы, мужчина, тот пойдет. У кого нет, вам даже не стоит это слушать, потому что мы с вами будем распаковывать очень глубинные аспекты вашей чувственности не через разум, а именно через чувствование этого мира, через чувствование этих вибраций. И в итоге это приведет вас к наполненности, к довольству жизнью, к ощущению полноты жизни, вкуса жизни и к любви. В общем, кому надо в любовь, тот слушайте.
Слушайте расклад. Так, ладно, поехали. Вот эти люди, которые слушают меня сейчас. Давайте посмотрим, в каком вы состоянии именно сейчас. Вашу сигнификацию. Я уже знаю о том, что вы готовы взлететь. Многие готовы взлететь, многие готовы к танцу своей жизни, к познанию. Да, вы потому что уже дозрели до этого момента. Угу. Время пришло. Время пришло вам это услышать, эту информацию. Время пришло принять любовь, подружить в себе через трансформацию, что через тишину, через трансформацию, через ощущение, что вы только говорите со звездами, что вас никто не слышит, возможно, что это какая-то отдаленная мечта. Вот сейчас пришел этот момент, когда вы в этом воплощении должны пройти этот путь. У вас больше не будет шанса, потому что вот прошлые жизни сейчас выпали. То есть все прошлые жизни, да, ребята, прошлые жизни вас подводили именно к этому моменту. Именно сейчас, именно в этот момент. Сейчас вообще энергии на Земле меняются. Вы можете познать, что такое настоящая глубинная истинная любовь. Любовь, прежде всего, она в вас есть, она уже есть в вас. Если у вас нет любви, вы не сможете притянуть вообще к себе ничего. То есть, если вы делаете что-то не из любви, то, соответственно, и ничего не получается так, как должно. У вас сейчас момент прорыва. Вам нужно прорваться сквозь этот тиски обстоятельств, сквозь плен свой собственный. Каждый знает свою ситуацию сам. Девочки, мальчики, я вас просто призываю. Не оставайтесь там, где вам плохо, не оставайтесь там. Уходите оттуда. Уходите оттуда, где вам плохо, где вас не любят, где вас не ценят, где просто потому что надо, потому что долг, потому что хрен знает что, но вы должны услышать свой внутренний голос. Что он вам говорит, этот внутренний голос? А он вам говорит двигаться. 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 Что такое золотой путь души для вас? Давайте посмотрим. Вообще, в чем он проявляется, именно этот путь. Свечка подтверждает. Видите, что творится? Это очень важно. Смотрите, ребят. Вам нужно исцелиться. Вот поэтому мы сейчас будем разбирать эту серию раскладов, то есть смотреть и трансформироваться. Потому что через предательство себя вы никак не можете пройти свои кармические уроки, потому что вы каждый раз предаете себя, да. Вы остаетесь там, где вам плохо, вы остаетесь, спите с нелюбимыми людьми, тоже, да, как вариант. Где вам больно, где вам настолько больно, что, уже вот просто невозможно, даже болезнь. Вам это надо исцелить. И вы, главное, в этом болтаетесь очень долгое время. То есть это, ребята, это прям, это годы, это даже не год. Почему они в этом остаются? Вам надо выйти, даже, да, когда у вас сердце не на месте, вам нужно выйти оттуда.
чтобы познать себя вообще, чтобы познать истину в себе. Вы сами как мистики, вы люди, которые можете давать этому миру какие-то знания. Вашими энергиями вы можете вести за собой, а вы сидите вот в этом. Ну да. Это будет по справедливости. У вас уравновесить должно быть. На весах уравновешено физика, то есть грубая материя, и дух. Физика и дух. Дух и физика должны быть уравновешены. А это самоценность, это принятие себя, своего пути и того, что ваша душа именно выбрала это тело для прохождения этих уроков. Может быть, пока непонятно, что я говорю, потому что, ребята, очень сложно мне читать это все дело. У вас сейчас идет шанс на начало нового, то есть на прокрутку своего колеса судьбы. Вот смотрите, вот у вас один путь шел, да, сейчас вот вы посмотрите этот расклад, мы на золотой путь души идем. Это вообще может быть совсем другая траектория, то есть вам, и именно сейчас вам дается этот шанс. Это будет другой уровень, это другой уровень осознанности, где будут открываться вам дороги, перспективы, где вы будете летать после ощущения того, как вы побывали, многие из вас, если не все, побывали в кармических жестких уроках, где было днище жизни, ну я так скажу, эмоциональное днище, в материи провал полнейший. Это когда полная беспомощность. Вот вы сидите, лежите уже на полу, и вам нужен этот шанс, вам нужно взять меч Исильдура, меч короля Артура, меч взять и разрубить это нафиг. Вот это все, что вам мешает, отрезать. А для чего? А для того, чтобы вы полюбили себя и начали движение, двигаться. Потому что вы в плену находитесь, очень долго в плену, в разбитом сердце, в разочаровании жестком, вообще в любви, в партнерстве, абсолютная, полнейшая, боль. Здесь очень много карт боли. И опять борьба. Вам нужно из этого выходить. Вот это вот, просто смотрите, вот когда вы до дна дошли, вот это со дна постучали, вот это такое состояние. Казалось бы, да, куда еще дальше. А вы, очень много мечевых карт, это разум, это мысли, это все через ваш разум, через вашу рацию, через вашу логику. Все это привело к тому, что головой вы что-то там понимаете, тело вам уже говорит, душа вам кричит, что вам нужно выходить, пора выходить, а вы остаетесь здесь. Вы болеете уже здесь, но остаетесь. Вы боретесь, более того, думая, что вы победите. Нет, вы будете проигравшим, если вы останетесь тут. Останетесь. Сейчас вы стартуете вот с этого расклада. У вас начинается новый путь. И вы должны вслух произнести: «Я готов» или «Я готова» к своему новому, счастливому, золотому пути души. Я готов, я готова. Потому что сейчас осознание идет, опять же, это опять рыцарь Пентаклей, это глубина, в глубину.
Вы уже достигли этого дна Марианской впадины. Дальше уже некуда, дальше не преисподней уже, дальше нет. А вам надо к солнцу своему взлететь. Рассвет жизни. В рассвет своей жизни, в рассвет своей души, когда все ваши таланты, когда все способности, предназначение, все это распаковывается в вас, и вы светите этому миру, как солнце. Это еще карта перерождения, рождения детей, если для вас это актуально, рождение новых проектов, рождение новой семьи, счастливой причем. А через что? Через трансформацию. Хочешь, не хочешь, а трансформироваться придется. Я всегда так говорю, потому что многие люди: да не хочу я трансформироваться, блин, ну когда это вот это закончится? Ребят, никогда. Если не трансформироваться, то так все и останется. Знаете, я видела многих людей, которые приходили ко мне на расклады, я видела людей, которые стартанули, потому что они взяли этот шанс, и они поняли, они зацепились просто за этот расклад, за мои слова, за мои знания, и они поняли, что сейчас, либо я сейчас беру этот шанс, либо нет. И я видела, как они меняют свою жизнь, реально меняют свою жизнь, просто в корне. То есть и я, когда, например, второй, третий раз ко мне приходят люди, давайте посмотрим там ситуацию. Да там другие люди уже приходят с другим наполнением внутренним, другая душа там уже как будто бы она расцвела. Это светимость, это радость, это энергия жизни. А приходили на расклады мертвецы, живые мертвецы, которые вот спрашивают что-то, вот какие-то вопросы, которые на самом деле... Ну, то есть они в той точке, когда дальше некуда уже. Ну, дальше некуда уже, куда страдать-то? Либо надо выходить в свой свет, рассвет жизни, к своему солнцу, к этой звезде, через трансформацию, либо нет. А есть люди, которые, прослушав мои расклады, говорят: да ну, блин, в баню вообще, Юлю эту. Что она там мне расскажет нового? И несколько месяцев спустя я вижу этих людей, и я вижу, что ничего не поменялось, абсолютно ничего. Ни в материи, ни в физике, никак. И они все так же живут в своих страданиях. Ну и пусть живут дальше. Но это выбор каждого, выбор каждого. Ваша задача никого не тянуть за собой. Вот вы идете в свой собственный золотой путь судьбы. Ваши люди, ваши возлюбленные, ваши люди, которые вам по судьбе, партнеры, божественные партнеры, это когда любовь действительно как рай на земле. Они либо придут, либо это будут люди, которые трансформируются вместе с вами, потому что они вас любят, и они связаны с вами этой нитью невидимой. Все мы связаны энергетическими нитями. Вам сейчас нужно взять меч и выбрать. Еще такой момент. Многие женщины, например, кто слушает этот расклад, для вас, мужчины, я сейчас тоже скажу. Просто гениально. Вы что выберете? Жить в семье злой теткой — это для женщин, которая как собака на всех срывается, потому что она вообще безресурсна. Либо любимые женщины, когда она понимает, она цветет, она вкусно пахнет, потому что она любима, и она любит, в любви вас семья. Вы выберете что? Мужчины, для вас тоже. Либо продолжать жить с нелюбимыми женщинами, которые вас никак
не наполняют, не счастливы вы с ними, не вдохновляют. Вы почему с ними живете? Вам так надо, что ли, да? Там сказали кто-то, ну надо так. Вот и тяни лямку свою. 85 лет. Ребят, вы сейчас просто берете и переворачиваете свою судьбу. Это тяжело, менять свою судьбу. Но у вас другого выхода нет. Только в рассвет. Вы сейчас, как этот журавль, к своему солнцу взлетаете. Хватит сидеть на месте, хватит. Хватит стагнировать, хватит зависать в каких-то зависимостях, хватит страдать. Вы все болеете поголовно. Просто все болеют. Душой болеете, телом болеете. Я же говорю, тяжело это нести, тяжело это тащить за собой. Тяжесть тащите. Разочарование полное вообще. В любви, в отношениях, в жизни в целом. Потому что силу свою где-то забыли. Где ваша сила? У вас сейчас есть шанс пробудить свою силу. А что, через прослушивание моего расклада, да, обнуляетесь. Вот прям себе скажите готовность. Я с сегодняшнего дня, вот сейчас я Юлю послушаю, вот этот расклад, да, я выхожу в ноль. И я отталкиваюсь от этого дна, чтобы обрести свою силу и чтобы взять этот шанс на новую жизнь, новую наполненную жизнь. Как ученик. Да, я сейчас учусь проходить свои уроки. Я учусь обращаться с мечом. Я учусь говорить «нет». Я учусь ярко проявляться в этот мир, светиться в этом мире. У вас завершение вот этого кармического этапа идет мирным путем. То есть для вас это будет самый мягкий, благоприятный способ как бы трансформации. Я проходила свою трансформацию очень жестко. У вас сейчас вообще лайтовый вариант. То есть это вот мягко прослушать 14 дней расклады. Они не все будут такими длинными. То есть как будет, как пойдет. Потому что вам нужно как раз-таки вступить на этот звездный путь своей души. У вас сейчас Вселенная вас зовет, Вселенная зовет. Такие процессы глубинные. Вам нужно, знаете, что свою апатию обрубить, прекратить находиться в этом состоянии, когда что воля, что неволя, все равно. Когда вам протягивает Господь какие-то шансы, вам дает, вы просто это не видите. Вы сидите, и вы все вспоминаете о каком-то своем прошлом, где там-то было хорошо, а вот здесь сейчас. Вы разочарованы, вы в апатии. Внутренний голос надо послушать. Женщинам пробудить в себе верховную жрицу, то есть это тайные знания, это светимость внутренняя, это божественное сознание. Сейчас вам, на самом деле, я даю очень ценную информацию, потому что она вас выведет в цветение, в проявленность в материи, когда вы управляете государством своим, когда вы в счастье идете, это 10 кубков, вы идете в счастье. С этим раскладом вы идете в счастье. Но ваша готовность – это очень важное условие
важные условия. Давайте еще посмотрим. Так. Давайте предки рода, скажите, что людям, которые прослушивают этот расклад, что вы скажете? Предки рода вышли. Просто фундаментально. Эта карта говорит о том, что вселенский разум сейчас через этот расклад с вами Господь Бог будет говорить. То есть о вас уже все написано, все уже известно. Но, то есть вселенский разум знает вообще, как вы поступите, в какой момент. Но ваша история, ваша судьба меняется с каждым вашим решением, новым решением. И вы принимаете эти знания о том, что от вас зависит, как вы стартанете в этой жизни. Вы сейчас просто Творцу доверяете. Вы Творцу доверяете. Вы знаете, что ваш ангел-хранитель проведет вас через вот эти вот препятствия, через тьму, через зло. Потому что у вас есть золотой путь души. И вы должны по нему идти. Все, что вы должны в этом мире, это быть счастливым, быть счастливой, исследовать своим путем, не предавая себя ни на секундочку, не забывая о том, что вас самих по образу и подобию Бога, Творца. Давайте еще посмотрим. То есть каждое ваше новое решение, вот сейчас я буду что делать? Лежать, тупить, или я пойду в свое развитие, или я что-то сделаю для себя, чтобы завтра уже проснуться другим человеком. Хотя бы маленький шажочек, но уже сделать для себя. В материи, там, для себя что-то сделать, для себя. Что вас порадует сейчас? В материи это может быть прогулка, да, занятие спортом, ванна с солью. Да все что угодно. Все что угодно. У вас божественная пара идет. Если вы пойдете по этому пути, вас ждет именно ваш партнер или партнерша. Да. У вас такая чистота будет, высокая чистота вашей души, частота, да, и чистота, и частота, и вы пойдете в свой свет. Это прям как будто к самому солнцу прикоснулись. Девушки, распаковывайте в себе ваши глубинные знания. Родовые знания у многих есть. Просто вы как будто забываете о том, что вы верховные жрицы, вы ведущие, вы знаете, куда идти. И это тантрическое соединение в паре. Тантрическое соединение — это когда не просто я в физике, да, соприкоснулся с человеком, да, и вроде как это поженились, там пошли в материи, а потом мучаемся всю жизнь. Нет, это вообще другое взаимодействие. Это взаимодействие на уровне энергии, когда вы идентичны по энергетике. Смотрите, божественная пара — это не просто человек, который вам нравится, например, там, либо влюблены в него по уши. Нет, это у вас энергетически, значит, заряд у обоих
из одного источника. То есть это абсолютное единение. Это когда вы чувствуете друг друга на уровне ДНК. Я не знаю, как это объяснить. Это когда вы энергетически чувствуете друг друга. Когда даже не нужно прикасаться. Ну аж тем более, если вы прикасаетесь, то у вас другое взаимодействие на физике идет, абсолютно другое. Это соединение ваших сознаний. Это как будто две вселенные встретились, и две вселенные соединились. И каждая наполнена своим светом, своим миром, да, каждая является вселенной. Никто никого не подавляет, когда люди абсолютно доверяют друг другу. И это вот, знаете, высшая ипостась любви, когда вот такая пара, вот такая пара. Вот так. Это тантра. Значит, сейчас вам будут открываться благословения. Прям 7 благословений. Так. 7 благословений. Вы сейчас распаковываете свою светимость, свое сердце. Это когда работают все ваши чакры гармонично, никакая не подавлена. У вас есть голос, свой голос уникальный. У вас есть сердце, у вас есть воля, у вас есть источник жизни, у вас есть фундамент под ногами, у вас есть соединение, коннект с высшим разумом, когда вы слышите душой, слышите через третий глаз информацию, которая вам дается, и она будет вам даваться. И у вас в 7-й чакре это расцвет, это абсолютная, вот знаете, как аура ваша, она же вас и защищает. То есть это такой яркой светимости аура, что вас не заметить будет просто невозможно. Невозможно. То есть вы светите так этому миру ярко. И вы, главное, не боитесь этого свечения, не боитесь проявляться в этот мир. Давайте последнее посмотрим. Что нужно сказать? Что нужно сказать сейчас? Проговорить, может быть, какую-то практику провести для людей, которые слушают этот расклад. Что должны сказать? Не пребывайте в иллюзиях, действуйте. Сейчас от вас зависит, от ваших действий зависит все. Весь ваш путь, ваша судьба в ваших руках. И опять рыцарь Пентаклей. Вы должны познать свою глубину для того, чтобы выйти в свой свет. Вы должны познать эту глубину. Долгое время вы лежали в позе ребенка, не могли двигаться в материи, болели, возможно, болезнь, плохо себя чувствовали. А знаете, когда безэнергетическое состояние, абсолютное, как будто вас заживо похоронили. Многие в таком состоянии были.
И сейчас вам в материи будут даваться шансы, выбор, выпорхнуть из этого состояния своим волевым решением, выпорхнуть буквально сразу в трансформацию. Я принимаю свою трансформацию, я иду в нее осознанно. Я прохожу ее наиболее благоприятным, легким и безопасным способом для себя. Я забираю весь свой ресурс, который я потратил на других людей, на ситуации, на выяснение отношений, на какие-то боли, раны. Я забираю весь свой ресурс абсолютно и собираю его в себя. Для того, чтобы прийти к своей стабильности, для того, чтобы прийти к своему празднику жизни, когда я стабилен в материи, когда я радуюсь тому, что встречаю каждый день. Мужчины, вы выходите в короля Пентаклей. Это очень богатый мужчина. Ну просто вот самый фундаментальный такой мужчина. Женщины, работайте над собой. Работайте не над отношениями, а работайте над собой. Для того, чтобы... Повернитесь уже в сторону своей судьбы лицом, а не пятой точкой. Вы должны взять этот шанс сейчас на любовь, на истинную любовь. Что к ним придет? Вы кладете десятку мечей на всю прошлую боль, разочарование, страдания, на вот этот период жизни, когда вы страдали, вы не жили, вы как будто выживали. Через познание себя, через голос своей души вы выходите к своей истинной любви. И важно вам сейчас быть в своих границах, охранять свои границы. Вот смотрите, когда есть какие-то практики, проходят люди, просто я многократно с этим сталкивалась, люди проходят какие-то глубинные духовные практики, и они начинают светиться, их видно, просто в пространстве их видно. Много есть плохих людей, ну откровенно, да, много, которые хотят пожрать этой энергии, пожрать ваш ресурс. И вас выбить из колеи, ну вот просто вот так вот, по щелчку, потому что вы не защищаете свои границы, вы не защищаете себя. Вы думаете, что вот я вроде я все проработала, я все понимаю, все осознаю. А вот приходит какой-нибудь человек, с которым вы не общались там много лет, или с которым вы уже все, закончили отношения. Он просто приходит, он хочет взять свое, и он берет это свое, а вы такие: на, бери. То есть это что касается мужчин, что женщин. То есть прекращайте играть хорошего мальчика и хорошую девочку для других. Да? Защищайтесь от лжи любого порядка, от людей нечестных. Да, защищайтесь. Силу свою пробудите, силу. Сейчас я в себе пробуждаю эту силу. Слушая этот расклад, я пробуждаю в себе эту осознанность, эту силу, которая долгое время дремала во мне.
я будто не жил вовсе. Я пребывал в мутной воде, и мне казалось, что это и есть жизнь. Что для этого я пришел на эту планету, в это воплощение. Сейчас я узнал, что я пришел не для того, чтобы болтаться в Луне, а я пришел к своему Солнцу. Я иду к своему расцвету. Я свечу этому миру. Я и есть этот свет Солнца. Я начинаю свою новую жизнь, счастливую, наполненную, прекрасную, новую жизнь и золотой путь души. Сейчас я его начинаю. Я его начинаю. Все, я закончу этот расклад на сегодня. Вот, смотрите, вы прошли вот этот кармический урок, пятерка пентаклей. Кармический урок днище, когда плохо во всем, безресурсное состояние, когда и в материи, и в духе вообще полные по нулям. И вы сейчас выбираете, как вы будете двигаться. Вы идете к своему Солнцу через любовь к себе. Любовь к себе — это даже потратить час своего времени на расклад о своем пути и начать следовать этим путем прямо сейчас.